Привет, наездницы! Это мое первое видео такого формата, поэтому представлюсь. Меня зовут Елена, и я игрок Star Stable Online аж с 2012 года, о чем можно судить по истории покупок Star Rider. Кто-то назовет меня олдом, но это еще очень мягко сказано, ведь с предшественницами Star Stable Online я знакома с каменного 2008 года. Вот, даже исторические диски сохранились. Правда, из 4 их стало 2. Называется экономия места. Так вот, именно об истории нашей любимой звездной конюшни я буду вещать. Мы немного поностальгируем, посравниваем до и после, но не переживайте, здесь не будет бесконечных коллажей с лошадьми разного поколения. Этого добра хватает на YouTube, как говорится, на любой вкус и масть. Речь таки пойдет об основных персонажах, их дизайне, а также текстурах, общей стилистике, ну и я просто поделюсь своим исключительно субъективным мнением насчет нашей любимой Star Stable Online. Итак, поехали! Ну что ж, пожалуй, начнем с главного. На чем базируется Star Stable Online и без чего сама онлайн-версия не прожила бы так долго и не поддерживала ретеншн среди игроков, чей возраст уже далеко за 20, ага. Итак, Starshine Legacy. Хоть для меня роднее Russian адаптация названия «Ангелы подковы». Ставь лайк, если тоже истоптал все локации во всех эпизодах, глядя на ночное небо в ожидании падающей звезды. Кстати, напишите в комментариях, зачем нужно было собирать все эти звезды в первых 3 эпизодах, там где Лиза, Линда и Анна, при том, что порой за этими звездами приходилось лезть хоть к черту на рога. Так вот, Ангелы подковы и Звездная конюшня Offline, а второй чуть позже, это детище шведов Hidden Entertainment и Pixel Tales. В тот же детсад можно отнести и Star Academy, что также связано с основной серией игр, но о ней говорить не буду, так как она о танцах и песнях, да и не зашла она мне в свое время. Вернемся к Ангелам подковы, что были выпущены аж в 2005 году. Вся серия состоит из 4 игр, в каждой из которых предстояло играть за одну из духовных наездниц. У всех своя история, характер и магические способности. В каждой серии свои 6 антагонисты, но главный враг, а по существу и головная боль всех игроков Old серии один – космическое чудовище, что заточено на дне океана. Если интересно глубже погрузиться в предысторию Star Stable Online, советую поиграть именно в Ангелы подковы. Кстати, кто-то из вас может и вовсе героинь не узнать, но об этом тоже чуть позже. Главное, что на момент выхода серия имела уникальный нарратив. Он отличался глубинной загадочностью сюжетной составляющей, мылом и запоминающимся саундом от Giant Media. Примерно в 2008 году появилась серия оффлайн игр Star Stable, которая по механикам лежит в основе онлайн-версии. Состоит все также из 4 игр, отличающихся по сути только названием, созвучных со временами года. Честно скажу, в детстве не играла, да даже и не знала о такой. Сыграть пришлось только сейчас, но сыграть это очень условно сказано, так как на Windows 10 играть в нее нереально. Количество багов, лагов и кривой физики превышает все разумные пределы, поэтому я кое-как покаталась по окрестностям, дабы посмотреть на локации и NPC. Здесь, кстати, сборная солянка с ключевых персонажей и антагонистов. В принципе, в ней показана самая основная механика. Мы – это некий ноунейм с возможностями кастомизации. Катайтесь из точки А в Б, то поболтать надо, то собрать что-то, то в соревнованиях поучаствовать. Однако хочу отдать должное этой серии, хоть она мне и не очень понравилась, но механика соревнований, где нужно ехать не только, подчеркну, с разной скоростью вперед, но и назад, меня несравненно порадовала. Хочу такую в онлайн-версию. Раз уже звучал термин кастомизация, то грех будет вкратце не рассказать и не показать, как это выглядело раньше. И такой была вся одежда. Такого разнообразия, как сейчас, и правильной анатомии и анимации не было, а о покупке более чем одной лошади и речи не шло. Многие новенькие, думаю, даже не представляют, как выглядели самые первые лошади. Первый сайт, кстати, смотрелся весьма неплохо, а интерфейс был интуитивно понятен даже на шведском языке. Ну-ка, олды, отзовитесь, кто помнит первую версию входа в игру через сайт.
Эх, скучаю я по этому рыжему коту на розовом фоне. Теперь только вот такая отрада сердцу. Кстати, сама Star Stable Online была официально выпущена в Швеции в октябре 2011 года. Годом ранее Star Stable Entertainment купила права на игру у Hidden Entertainment, а в 2015 году ей покорилась и Pixel Tales. В июне 2012 игра стала доступна по всему миру, начиная с английской версии. Как вам скриншоты из первоначальной версии Star Stable Online, которая так и не была завершена? Изометрия, вид сверху, классика. Итак, с датами покончено, возвращаемся к вопросу отличий. Карта тоже везде отличается. В «Ангелах подковы» это отдельные локации а-ля сюжетные эпизоды. В «Звездной конюшне» это целостный открытый мир, но поделенный на части в угоду 4 сезонным частям, из которых и состоит игра. В Star Stable Online карта кардинально отличается, плюс она по-умному открывается в ходе сюжета. Я помню карту еще вот такой. Да что уж там, я застала времена, когда не было русской локализации, все квесты проходились на английском, а задания приходилось выполнять без подсказок в виде восклицательных знаков. Мол, переводи и вспоминай, где это было и где ты этого NPC встречал. Вот весело-то было. Подытожим. Отдельные локации в «Ангелах подковы» и «Звездной конюшне» очень приближены к онлайн-версии. Конюшня Юрвика, библиотека, замок, статуи лошадей, платформа темных недр, да и в целом похожие места встречаются. Сразу скажу, всяких торговых центров и городских площадей там не было. Все было максимально фэнтезийно и несколько старомодно. Дизайн наездниц. Концептуальным редизайном ключевых персонажей занималась художница Матильда Джейджер, а той старой запоминающейся графики из «Ангелов подковы» мы обязаны Oblivion Studios. И сейчас, может, со мной кто-то не согласится, но я очень люблю старый дизайн персонажей, и, кстати, несколько лет назад в Star Stable Online фигурировали именно старые модельки. Нынче все наездницы приобрели более естественные черты, обзавелись большим количеством деталей, значительно расширился эмоциональный спектр, улучшилась анимация. Да о чем вообще дискуссия? Технологии 3D-моделирования вышли на новый уровень, и аудитория, насмотревшись на современные AAA-игры, стала более требовательна к графике и анимации. Оттого и сменился этот олдскульный стиль NPC, а модельки зданий и окружающий мир в целом обзавелся большим количеством полигонов. Лично в моем случае именно чувство ностальгии с возможностью ассоциировать что-то новое с чем-то старым не дает забросить Star Stable Online. Вернемся к дизайну. Внешний вид духовных наездниц, как и некоторых других ключевых персонажей, претерпел серьезные стилистические изменения. Лиза. Пацанский уличный стиль сменился на байкерский с небольшой толикой панка в виде пирсинга ушей, черных ногтей и некоторых других аксессуаров. Что примечательно, коричневая кожаная куртка Лизы не просто часть модного лука, это настоящая духовная реликвия и воспоминание. По словам разработчиков, после семейной трагедии Лиза носит куртку своей мамы, дабы ее частичка всегда была рядом с ней. Линда. Обладательница самых роскошных и пышных форм. Все тот же уличный стиль и брюки сменились на шорты или юбку, а сам образ стал намного уютнее и комфортнее. Хвостик сменился небрежным пучком, что по чтению, наверное, практичнее. Хоть Линда и осталась книжным червем, но постоянный атрибут образа в виде книг был убран. Разработчики решили перевоплотить его в цельный задумчивый образ. Алина. Образ Алины почти не изменился. Каждый элемент – это отражение ее взрывного и непоколебимого характера. Алина – девочка спортивная, что, безусловно, читается в ее телосложении и даже походке. Семейные тяготы хорошо отражаются на эмоциональной составляющей как эскиза, так и на готовой 3D-анимированной модели. А как насчет брата Алины, Джеймса? Я бы не узнала, честно. Его низкополигональная модель была как-то мне больше по душе. Анна. Острые и несколько злые черты сменились мягкой и изысканной формой. С первого взгляда и не скажешь, что Анна по натуре высокомерна и капризна.
Заточение в Пандории так или иначе отразилось как на эмоциональном равновесии, так и на визуальной составляющей Анны, а последним свидетельствует большой выжженный шрам на ее лице. По словам разработчиков, владение обжигающей солнечной магией – дело не из легких. Улучшением графики подверглись и многие другие персонажи, в том числе и лошади самих духовных наездниц. Не только же нам с тобой на новых модельках разъезжать. Сюжет. Я, конечно, не из тех, кто прощелкивает сюжет, но за 8 лет игры с порой большими перерывами в игре и добавлением полусотни новых персонажей и побочных квестов в голове сумбур. Но в целом мысль одна – это бесконечная битва бобра со слом. Существуют некие темные силы, что вечно пытаются навредить острову Юрвик. Корень зла – Гарнак, заперт в глубинах окружающего остров океана. В Star Stable Online мы с тобой – это палочка-выручалочка, гонец, подмастерье, а время от времени неплохой психолог. Последнее отчетливо прослеживается именно в сюжетных квестах. Короче, избранная. Однако разработчики большие молодцы. На протяжении долгих лет они развивают сюжет. Побочных квестов и разнообразных механик, не свойственным стандартным играм про скачки, просто не счесть. Еще с 1997 года Майкл Стенберг, основатель Hidden Entertainment, ранее компания была известна как Hidden Dinosaur, имел четкое видение относительно разработки. Оно заключалось в создании истории или сказки с упором на качество, целостность и долгосрочность. Последнее особенно прослеживается в Star Stable Online и по сей день. Ну что ж, на этом все. Я надеюсь, видео было интересным и познавательным. Делитесь своим мнением в комментариях на тему изменений, улучшений и прогресса Star Stable Online. Ставьте лайки, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.